Дорогие друзья, в эти праздничные дни всех нас объединяет вера в светлое и счастливое будущее. Ведь Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, новые успехи и, конечно же, новые победы. То, что произошло в мире в уходящем году, ознаменовалось для меня полным переосмыслением всего, что я знал и во что верил до сих пор. Вместе с тем я остаюсь верен своим идеалам и целям, постоянно ощущая дополнительный стимул для работы во имя скорейшего достижения и осуществления всех ранее поставленных мною задач. Главное из них – гармоничное обустройство планеты для жизни всех людей в единении с природой. И струнный транспорт на пути к такому будущему становится важнейшей составляющей, точкой роста биосферных технологий. Надежда на это прекрасное будущее в сочетании с сознанием того, что все достижимо, дают мне силы не опускать руки и продолжать работать со все возрастающим упорством и вдохновением. В 2022 году возглавляемая мною группа компании ЮНЕСКО приняла активное участие во многих международных выставках и конференциях, что свидетельствует о международном признании технологий UST. Самыми значимыми для нас стали Экспо 2020 в Дубае, деловые форумы в Руанде, Индонезии, Малайзии, Казахстане и России. И, конечно же, выставка «Инотранс 2022» в Берлине, на которой наш Юнибайк был представлен РТА, Министерством дорог и транспорта Дубая. Причем, что показательно, по собственной инициативе и за свой счет, что свидетельствует о перспективах получения заказов на UST в одном из самых инновационных городов на планете. В рамках участия в Экспо 2020 Центр сертификации испытаний ЮСКАЙ в Шарже посетило более 100 делегаций из нескольких десятков стран. Среди них королевская семья Лесото, представители крупного бизнеса, послы, дипломаты, премьер-министры, министры, губернаторы, мэры и государственные чиновники высокого ранга из Объединенных Арабских Эмиратов, Бразилии, Колумбии, Перу, Руанды, Индонезии, Филиппин, Индии, Казахстана, России, Беларуси и многих других стран. Мой план сработал. Вместо виртуальной выставки видеоиллюстраций и видеороликов на Экспо 2020, что к тому же обошлось бы нам минимум $5 миллионов, мы организовали реальную выставку рядом, в Шарже, с демонстрацией наших достижений в металле и бетоне, с возможностью проезда на наших инновационных беспилотных рельсовых электромобилях на стальных колесах. Основная часть визитов привела к серьезной заинтересованности транспортно-инфраструктурными решениями UST. Более чем в 10 странах началась активная работа по реализации адресных проектов. По ряду из них уже подписаны соглашения на первой стадии проектных работ. В рамках обмена опытом с Объединенными Арабскими Эмиратами мэры более чем 40 средних и крупных городов России
посетили центр Юскай, в результате чего началась работа по реализации адресных проектов в российских городах. Компания Uniski Sustain Technologies подписала договор с Innovative Transport System Индонезия по применению технологий UST на всей территории страны. Один из планируемых реализаций проектов – городская трасса UST в столице. Еще одно направление – использование комплекса UST для соединения островов Суматра и Ява, что позволит вывести транспортное сообщение между ними на принципиально новый уровень. Также в этом году мы начали активно сотрудничество с Сальвадором. О больших планах правительства по применению технологий UST заявил уполномоченный президента по стратегическим проектам. Наши специалисты уже работают в Сальвадоре и успешно выполнили первый этап проекта. Проработаны варианты маршрутов, конфигурация и локализация городских комплексов UST. Планируется интеграция UST с уже строящейся по президентской программе Тихоокеанской железной дорогой. По итогам международного форума в Руанде и презентации UST министру инфраструктуры и мэру столицы подготовлен контракт на адресный проект, который находится сейчас на стадии подписания. Заинтересованность в проектах UST выразили и другие африканские страны. Например, после встречи переговоров с премьер-министром и королем Лесото планируется использование UST в столице страны, в городе Масеру. Как я уже говорил, ранее король этого государства, Летсие III, посетил наш центр сертификации и демонстрации Юскай и после проезда с первой леди в тропическом Юникаре высказал свое восхищение транспортно-инфраструктурной технологией UST. Один из ведущих частных девелоперов Эмиратов, название которого я не могу назвать из соображений конфиденциальности, подписал с Юскай Транспорт контракт на технико-экономическое обоснование строительства городской трассы, одна из станций которой будет расположена в отеле на высоте 70 метров. Сейчас я нахожусь в Объединенных Арабских Эмиратах, где в 2022 году мы отметили 4 года с момента основания Центра сертификации и испытаний Юскай в научно-исследовательском, технологическом и инновационном парке Шарджи. На завершающей стадии находятся работы на транспортно-инфраструктурном комплексе номер 4 в Шарже с рельсострунной эстакадой тяжелого типа для движения подвижного состава весом до 60 тонн, а это, например, вес тяжелого танка. Протяженность эстакады более 2,5 километров с учетом ненапряженного участка, который позволит подвижному составу стартовать с уровня земли. Это позволит 25-местному юнибусу, способному собираться в поезда вместимостью до 250 человек, и контейнеровозу Юниконту грузоподъемностью до 35 тонн, новому, уже 5-му поколению тяжелых юнимобилей, осуществлять пассажирские грузовые перевозки на долгожданной скорости 150 км в час. Построенные в Беларуси более короткие тестовые трассы протяженностью до 900 метров по условиям безопасности и комфортности, к сожалению, не позволяют любому типу юнимобиля, в том числе и созданному нами высокоскоростному юнилету, достичь скорости свыше 90 км в час. В конце осени мы подписали соглашение об экспертизе строящегося в Шарже комплекса номер 4 с независимой международной организацией TUV-SV. Они уже начали работы по сертификации всего комплекса в совокупности, которые пройдут 2 этапа. На первом проверят эстакаду, промежуточные анкерные опоры и рельсострунную путевую структуру. А на втором этапе
состоится всесторонняя экспертиза остальных элементов подвижного состава, станций, терминалов, подсистем автоматизированной системы управления, энергообеспечения, связи и так далее. После этого будет выдан сертификат соответствия международным стандартам безопасности, который распространится на грузопассажирские станции и терминалы, опоры и путевую структуру полужесткого типа. Это позволит нам строить городские и международные грузопассажирские комплексы со скоростью движения подвижного состава до 150 км в час, что является рекордными показателями, наряду с высокой энергетической эффективностью, безопасностью и экологической чистотой для подобного рода городской логистики. Еще одно важное событие, подтвердившее нашу высокую репутацию – получение сертификата от научно-исследовательского, технологического и инновационного парка Шарджи с значительным увеличением оплаченного уставного капитала нашей компании «Скайтранспорт» до 47 миллионов дирхам ОАЭ, а это более 12 миллионов долларов США. Как я уже отмечал, в 2022 году был спроектирован и изготовлен на нашем производстве в Беларуси флагман городских перевозок – 25-местный пассажирский юнибус. Сейчас мы отправили его на опытно-промышленные испытания в Шарджу. Из-за сложной геополитической ситуации в мире путешествие юнибус займет более 2 месяцев, поэтому только в феврале-марте 2023 года мы планируем начать его испытания. Близко к завершению на нашем производстве и изготовлении юниконта для перевозки 20 и 40-футовых морских контейнеров массой до 35 тонн. И юнибус, и юниконт выполнены беспилотными в тропическом исполнении. Они не имеют аналогов в мире. Мы опережаем конкурентов минимум на 15 лет. В Беларуси завершается строительство легкого транспортно-инфраструктурного комплекса «Юнилайт», многообещающей разработки нашей компании и, как я обещал, нашего первого коммерческого проекта. Весной здесь поедут первые пассажиры. В модельном ряду EST Юнилайт – это один из самых легких юнимобилей. На их сборку потребуются минимальные затраты. Ключевыми моментами при разработке модели были простота в изготовлении, использование только необходимого для бесперебойного функционирования, безопасности, эргономики и оборудования. При всем при этом Юнилайт – это полноценный беспилотный электромобиль на остальных колесах, с автоматизированной системой управления, эффективной, экономичной, экологичной, безопасной и простой эксплуатации. В этом году наша головная инженерная компания United String Technologies получила статус научной организации. Мы прошли аккредитацию в Национальной академии наук Беларуси и в Государственном комитете по науке и технологиям. Специалисты государственных органов и организаций приняли решение об аккредитации United String Technologies на основе оценки 7-летних результатов научно-технической деятельности, представленных компанией. Отмечу, что коммерческие организации в Беларуси не получали такого звания с апреля 2019 года. К слову, United String Technologies стала 9-й частной компанией в истории Беларуси, которая имеет столь почетный статус. Это свидетельство подтверждение компетентности и значимости нашей научной деятельности. К этому мы шли долго и планомерно. Это и годы кропотливого труда и активная научная деятельность компании. Например, только в 2022 году мы зарегистрировали 16 ноу-хау, получили более 10 патентов, опубликовали более 20 научных работ и монографий. Кроме того, мы ведем активное сотрудничество с ведущими белорусскими и российскими технологическими университетами в научно-исследовательской сфере, а также по подготовке инженерных кадров в новой отрасли знаний по струнным технологиям. Еще одним важным событием уходящего года стало проведение юбилейной 5-й международной научно-технической конференции «Безракетная индустриализация ближнего космоса. Проблемы, идеи и проекты». В мероприятии приняли участие международные организации, Центр международного
промышленного сотрудничества ЮНИДО, Арктическая академия наук, Арктический совет Ассамблеи народов Евразии, Космическое государство Асгардия, Американский университет в Шардже. На конференции был подписан ряд важных документов. Совместная декларация о сотрудничестве с Центром международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации и соглашение о намерениях Санкт-Петербургской научной организации Арктическая общественная академия наук, что знаменует начало сотрудничества в рамках развития проектов группы компаний ЮНИСКО в Арктике, природно-климатические условия которой мало отличаются от условий ближнего космоса. Хочу особенно отметить, что, несмотря на все трудности и проблемы из-за особой геополитической ситуации в мире, мы выполнили все работы, которые были запланированы на этот год. Дорогие друзья, в это светлое новогоднее и рождественское время наши сердца бьются в унисон и особенно сильно. Мы с любовью смотрим на родных и близких, понимая, что в них наше счастье и смысл всей нашей жизни. Благодарим их за поддержку и веру, которая помогает нам идти к целям, преодолевая любые преграды. И мы уверены, что в новогоднюю ночь все наши мечты и планы обязательно сбудутся. Пусть 2023 год станет для всех нас годом воплощения самых добрых, светлых и чистых желаний. Будьте здоровы и счастливы, любите и берегите друг друга с осознанием того, что наша многонациональная человеческая цивилизация, насчитывающая 8 миллиардов человек, единственная в нашей необозримой Вселенной, а наша голубая планета – это наш единственный космический дом, лучше которого и роднее которого нигде во всем мире больше нет и никогда не будет. С Новым годом! С новым счастьем!